Почему все мачехи какие-то злые? Откуда это взялось? Со времен Золушки, что ли, пошла такая мода? Ведь даже в животном мире довольно часто мохнатые, пернатые, когтистые и зубастые мамочки усыновляют чужих детенышей, даже человеческих. Ведь случаи детей Маугли не выдуманы и не единичны. Вот у моей знакомой был случай, когда молодой щенок 6 месяцев буквально усыновил 2 новорожденных слепых котят. Щеночек был кобель, и выкармливать котят он не мог по физиологическим причинам. Но как тщательно он их вылизывал, грел, заботился и даже убирал продукты жизнедеятельности. Знакомая только молоком из пипетки кормила. Вот такие бывают чудеса. И только у людей чудеса бывают в сказках и в кино. Мачеха и есть мачеха, и ничего против этого не сделаешь. Вот у нас в деревне был один вопиющий случай. Послушать, так волосы дыбом встают. Началось все с того, что за Семеном бегали одновременно 2 девушки. И не сказать, чтобы он первый был парень на деревне. Не страшный, в меру пьющий. Только по праздникам. Веселый, работящий. А что еще надо? Других-то и не было, а замуж всем хочется. Бегали за ним Катька и Лиска. Да бегать-то можно хоть вдвоем, хоть 5. А нравилась парню только одна Катерина. Ее и выбрал. Затаила тогда Лизавета злобу лютую, как только не пыталась извести Катерину. И к бабке какой-то ходила, шептали над фотокарточкой. И свечи в церкви с живой Кати за упокой ставила. Ничего не брало и Катерину. Любовь у них с Семеном, а любовь защищала от всего. Ну и плюс, Катерина не верила во всю эту ересь. Более того, Катя еще и дразнила Лизу, подкалывала всячески. И чувства свои перед ней напоказ выставляла. Сыграли свадьбу, Лиза пришла и принесла букет, а в цветах осколки зеркало спрятала. Катя стала в вазу ставить, да и поранилась, а пока осколки убирала, случайно в один из них посмотрела. Вот хотите верьте, хотите нет, но это верная примета, что впереди какое-то несчастье будет. И то ли правда вражда Елизаветы подействовала, то ли и так Семена с Катей пути должны были разойтись, а дала их любовь большую трещину. Не получалось у Кати забеременеть. Вот уж 2-й год женаты, да и до свадьбы уже вовсю грешили, а ребеночка все нет. Семен попивать стал, а нетрезвый начал выговаривать Кате, что лучше бы он Лиску выбрал, поди давно уже пацанята бы по избе бегали. Катя плакала и все жаловалась сестре Семена, Иришке, они вроде как подруги были. Но, как впоследствии оказалось, Иринка не только с Катей в подругах ходила. С Катей так, для видимости, а дружила-то она с Лизаветой и про все проблемы в доме невестки ей докладывала. Вот так и жили они в деревне с любовным треугольником. Катерина чуяла неладное, уговаривала мужа уехать куда-нибудь подальше, начать все сначала. Да куда там, у него здесь друзья-собутыльники, да и вообще вся родня. После новогодних праздников наконец-то случилось чудо. Катя забеременела. Ох, и тяжело ей давалась та беременность. Едва ползала бедняжка, а тут еще супруг масло в огонь подливает. Вместо того, чтобы радоваться, пойдом девочку ест. То ему в доме не прибрано, то приготовлено невкусно. Да и вообще, дескать, он хотел уже на развод подавать, а Катька как-то специально прибеременела, чтоб его к себе навечно привязать. «Да разве же ребенок веревка?» — говорила Катя. «Не хочешь жить — иди. Насильно держать не буду, но сама на развод не подам. Хоть на куски меня руби». Вот так и жили. Мальчишка у них родился хиленький, слабенький, раньше срока, едва живой. Семену лишний повод нырнуть на дно бутылки, а Ирке с Лиской посудачить о несостоятельности Катерины. Дескать, и родить-то не могла, а родила и то ненормального. Мальчишка, кстати, нормальный был, и смышленый, и ласковый,
но ведь злым языкам все нипочем. Одна отрада была у Кати крестный мальчик и подарила ему на крестины хорошего породистого щенка породы алабай. Собака умная, преданная и верная. Вырастут вместе, будет собака парню и другом, и защитником до тех пор, пока сам себя не сможет защищать. Вот Катерина и возилась со щенком, всю душу ему изливала, всеми бедами делилась. И стал он прежде ее другом и защитником. Семен побаивался собаку, он вырос быстро, еще и года не было, а уже Катьки по пояс был. Махина здоровенная, она его Норт назвала. Вроде как север или северный ветер. Бегал пес действительно быстрее ветра, иной раз на дороге машину мог обогнать. Катя все мечтала. Вот придет зима, запряжет Норда в санки и будет он катать сыночка. А может и сама прокатится как-нибудь. Весело будет. Но не суждено было сбыться Катиным мечтам. С самых родов она себя плохо чувствовала и лучше ей не становилось. Так все чахло на глазах и, не дождавшись первого снега, померла. Норд тогда выл всю ночь и весь день. Семен думал, прибьет его. Да не сумел, подарок сыну от крестного. А крестного сынишки он побаивался. Катя не зря такого выбрала. Бывший десантник, работал пожарным, а теперь местный егерь. Если что, будет кому сынишку защитить. Семен долго не горевал, привел в дом новую хозяйку. Еще 9 дней с Катиной кончины не прошло, а она уже разместилась у Семена и стала заправлять хозяйством. А как вы думаете, кто же это был? Ну, конечно, наша Лиза. Вот теперь она добилась своего, вот только Семена никак от пагубной привычки не могла избавить. Сначала сама пристрастила его, чтобы Катьке насолить, а ему понравилось. И теперь самой придется с алкоголиком возиться. А что делать? За все надо платить. Норд не взлюбил Лизу с первого взгляда, спокойно по двору пройти не давал. Но и тут изворотливая девка нашла выход, попросила крестного забрать пока собаку на время, пока мальчик подрастет. Сейчас, дескать, собака по прежней хозяйке скучает, и в ребенке, который едва ходить научился, хозяина не видит, как бы ни приключилось беды. Ну, егерь почесал затылок и нашел в этом здравое зерно. И вот теперь-то Лиза и Ирина рады были радешеньки. Наконец-то все, как они хотели. Все да не все. Мальчишка глаза мозолит и про Катьку напоминает. А куда его девать? Не собака, из дома просто так не выкинешь. И Ирина-то подруги подпевает, дескать, надо бы от парнишки избавиться. Он ей, хоть и племянник, но не о таких племянниках она мечтала. Подпевала Ирина, подпевала, да только Лиза все неправильно услышала. До того ей пасынок в доме опостылил, что она чуть умом не двинулась, а тут еще и сама забеременела. От мысли, что ее ребенок будет в доме вместе с Катькиным уродцем жить, у нее крышу и снесло, задумала Лиза неладное. Как-то ночью собрала мальчишку и пошла с ним окольными путями, чтобы никто не видел, на мост. Большой был мост через реку, высокий. Вода в реке холодная, глубокая. Решила сперва ребенка с моста бросить, а утром заявить, что непослушный стал Катькин сын, убежал куда-то, а когда нашли бы парня, плакала бы и убивалась горючими слезами. И спросу никакого. Вот такой у мерзавки план возник, и ведь своего ребеночка под сердцем уже носила. Мальчик не понял, куда его ведут. Там, за рекой, как раз через мост было кладбище. Лизка сказала мальчику, что отведет его к маме. Он и согласился. А почему ночью? Так это он не понял. Маленький ведь еще. Услышал слово «мама» и обрадовался. Он ведь скучал по ней. Думал, и вправду к ней идут. Вот только одного не знала подлая змея, что по маме не только мальчик скучал, но и Норд.
Каким-то образом он вычислил, где могила Кати, и периодически, выбрав момент, убегал и сидел на ее могилке. Егерь уже знал, где искать собаку, если того на месте не было. Оттуда было очень хорошо видно мост. Когда Лиска стала перетаскивать парня через перила, он все понял, стал кричать и царапаться. Лиске с пузом как-то неудобно было. На счастье мальчика, Норд был у Кати, он услышал знакомый голос и сразу понял, в чем тут суть проблемы. Молнией он стартанул с места, словно им бы с пушки выстрелили. Прямо сходу вцепился Лиске в руку, да так сильно, что она у него в пасти и осталась. Лиска орет, мальчик плачет. На счастье, по мосту егерь проезжал. Увидел такое жуткое зрелище и сначала не понял ничего. Думал, Норд на Лиску напал. Выхватил ружье и нацелился на собаку. Мальчик увидел, стал собой Норда закрывать. Только и мог кричать, что нет, нет. Егерь решил разобраться потом, а сейчас надо было Лиске помощь оказать. Погрузил всех в машину и поехали в больницу. Лиске сделали операцию, все зашили, но руки она лишилась. Когда пришла в себя, так и стала говорить. Дескать, увидела ночью, как мальчонка пошел куда-то, решила проследить. Вот на мосту его догнала, а тут как налетит эта собака ужасная, как вцепится в нее, усыплять таких надо. Не знала глупая, что Ирка, когда узнала о случившемся, сразу догадалась, зачем подруга на мост с ребенком пошла и со страху, как на духу, все рассказала в полиции. Как они Катьку ненавидели, как травили ее всякими снадобьями, таблетками и отварами. Лиска приносила, а она, как сестра мужа, приглашала в гости и угощала. Потому и забеременеть Катя долго не могла, и мальчика слабого родила потом. Рассказала Ирка и про колдуньи разных, и про то, как после родов Катю продолжали травить. В общем, сели в тюрьму обе. Семен спился и ушел вслед за Катей, так и похоронили их рядом. Лишилась завистливая Лиска и любовника, и руки, и счастья, и дочку родила в тюрьме. А мальчика егерь к себе забрал. Теперь они втроем с Нордом частенько ходили на могилу к родителям навещать. Вот такая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!